Если провести реальный эксперимент, то предсказанная зависимость тока, обратная квадратному корню от времени, будет наблюдаться в течение нескольких секунд, за исключением очень короткого промежутка времени. Ток из-за реакции переноса электрона на электроде, так называемых фарадеевских процессов, будет усложняться зарядными токами из-за движения ионов фонового электролита. В течение длительного времени значение тока не будет снижаться до нуля, как предсказывает уравнение Коттерелла. Экспериментально измеренные токи стремятся приблизительно к постоянному значению. Это согласуется со следующей моделью, в котором раствор за пределами критического расстояния от электрода хорошо перемешан, так что концентрация электроактивных частиц поддерживается постоянной. Это перемешивание происходит из-за естественной конвекции, то есть движения раствора, вызванного разницей плотности. Такое поведение часто наблюдается во время электролиза, поскольку первоначально однородный раствор превращается в раствор, в котором концентрация реагентов снижена, а продукты накапливаются около поверхности электрода. Если эти частицы имеют разную плотность, тогда естественная конвекция неизбежна. Кроме того, небольшие изменения температуры в объеме раствора, которое может возникнуть из-за несовершенного термостатирования, также может служить движущей силой для естественной конвекции. Вблизи электрода естественная конвекция затухает из-за жесткости электрода и действия сил трения. Эта зона – это так называемый диффузионный слой, поскольку концентрация изменяется только в этой зоне. Именно в этой области действует диффузионный перенос. Согласно первому закону Фика, установившийся диффузионный поток равен. Отсюда следует, что соответствующий ток, где величина – это так называемый коэффициент масса переноса, который равен. Обратите внимание, что он измеряется в тех же единицах, что и стандартная электрохимическая константа скорости. Так что возможно прямое сравнение этих двух величин. И можно указывать относительные скорости стадии переноса электронов и стадии массопереноса. О чем мы поговорим в следующей лекции. Возвращаясь к диффузионному слою Нернста, важно помнить, что это упрощенная модель, и что зона смещения за счет естественной конвекции и зона диффузии на самом деле сливаются друг с другом. Тем не менее, эта концепция полезна. Экспериментально было показано, что размер слоя составляет от десятков до сотен микрон. При проведении вольтамперометрических экспериментов, которые теоретически должны быть интерпретированы только с помощью диффузионных моделей, важно, чтобы они были ограничены временными рамками, чтобы изменения концентрации сохранялись на расстоянии значительно более близком к поверхности электрода, чем дельта. Наконец, введем понятие предельного тока, который протекает, когда потенциал электрода вызывает настолько жесткую реакцию электрода, что концентрация электроактивных частиц падает до нуля на поверхности электрода. Ток, предсказываемый уравнением Коттерелла, является примером такого тока, и в этом случае предельный ток падает со временем. В случае диффузионного слоя Нернста предельный ток достигается, когда концентрация снижается от объемного значения до нуля на поверхности электрода на расстоянии диффузионного слоя. Таким образом, ток, который определяется уравнением, является предельным током.